Здравствуйте, дорогие друзья! Состоялся финальный релиз iOS 11 и в App Store начали появляться первые игры, реализованные с применением технологий дополненной реальности. Выглядит пока интересно, хоть и не так впечатляюще, как хотелось бы. Что ж, давайте познакомимся с представителями нового жанра. Так что усаживайтесь поудобнее. Но перед началом нашего увлекательного путешествия по миру AR игр я хочу рассказать про Apps Lab. Это первое и пока единственное в своем роде сообщество ВКонтакте, в котором можно скачивать платные игры для iOS совершенно бесплатно. Просто подписывайтесь на Apps Lab, разумеется, это бесплатно, пишите в сообщениях сообщества «Хочу игру», выполняйте несколько несложных действий, даже квартиру переписывать не надо, и получаете доступ ко многим платным хитам App Store. Все подробности по ссылке в описании. Одна из крутейших игр с полной поддержкой дополненной реальности. Это своего рода Dota с привязкой к реальному пространству, одиночной игрой и полноценным мультиплеером. Игрушка имеет очень качественную и детализованную прорисовку. Есть контрольные точки, навыки, крипы, базы и прочие атрибуты игр такого жанра. Бегать вокруг виртуального стола придется очень много. Зрелище, конечно, забавное, но зато и разминаться перед занятием спортом уже не придется. Игрушка платная, не имеет рекламы, но требует постоянного интернет-соединения. Жалко, нет более гибкой настройки стола и возможности заново его откалибровать во время игры. Если вы не пропускаете мои игровые подборки, то наверняка вспомните довольно необычную аркаду Kidu. В ней нужно проходить уровни, меняя перспективу при помощи наклона устройства. Недавно разработчики прикрутили дополнительный уровень с технологией AR. Получилось довольно красиво и хардкорно. Локация отличается большим количеством полигонов. Уровень можно комфортно не только вращать, но и поднимать на различную высоту, дабы самому постоянно не вскакивать или приседать. Получилось действительно круто, а что самое главное, дополненная реальность идеально раскрыла геймплей. Играть стало еще интереснее и сложнее. Жаль, что проект платный, зато без рекламы. Это как раз таки тот случай, когда можно потратиться на толковую игрушку. Если у вас не хватает денег и места для размещения бильярдного стола у себя на жилплощади, то можно побаловаться виртуальными аналогами. Располагаем стол на имеющемся пространстве и начинаем бегать вокруг несуществующих предметов, пугая домашних. Точность не очень высока, но в качестве наглядного примера возможности дополненной реальности сойдет. Допиливать разработчикам еще нужно многое, да и компактный стол разместить не получится. Нужно реально большое пространство. Все-таки классические режимы бильярда пока в приоритете, особенно с видом сверху и онлайн-оппонентами. Это одна из первых трехмерных головоломок, полностью реализованная на движке ARKit. Подача сюжета очень напоминает таковую в Monument Valley, то есть присутствует мутный текст в начале каждого уровня. Затем появляется внушительное поле, которое необходимо вращать и взаимодействовать с предметами при помощи специальной кнопки и тапов по дисплеям. Разгаданный квест будет сопровождаться шикарнейшими сценами, так что не поленитесь повращать смартфон, дабы не упустить детали. Локаций много, загадки интересные, игрушка бесплатная. Да что тут говорить? Даже русский язык есть, правда перевод иногда хромает, а неудачно подобранный шрифт вытесняет некоторые буквы за пределы дисплея. Игрушка однозначно достойна внимания. Разработчики зубодробительной мультиплеерной аркады Drive Ahead решили попробовать себя в новом виде спорта – гольфе, причем с полным погружением в дополненную реальность. Альтернативы в виде классического геймплея тут нет. Вначале указываем размер поля, количество лунок и игроков. После выбора удачной позиции и прицеливания зажимаем клавишу, как бы опуская клюшку на поле, делаем замах и проверяем, насколько был правильно выбран угол и сила удара. Эта аркада издалека напоминает Flappy Bird, но уже без такого явного хардкора. Зато есть множество локаций и необходимость бегать вокруг виртуального трехмерного уровня. Графика пиксельная, управление далеко не самое удобное. Лучше бы они реализовали классические стики или кнопки, чем используемый криво прикрученный свайповый вариант. А так, платформер как платформер. Куда же в мире дополненной реальности без зомби? Довольно банальный геймплей, связанный с уничтожением волн ходячих, нападающих на военную точку, был доработан под технологию AR. К сожалению, разработчики реализовали только режим ночного видения. Силуэт комнаты видно, но самой поверхности с прогуливающимися зомби не различить. А было бы здорово посмотреть, как по столу или полу танцуют под напалмом свинца толпы недобитой живности. Рекомендую сразу же отключить тактильный отклик Taptic Engine, ибо мне кажется, что эта игра его просто сломает.
Проверить точность броска можно в свежей игрушке AR Basketball. Тут есть 3 не то чтобы режима, а вариации игры, когда можно разместить кольцо прямо на столе. Этакий комфортный компактный вариант, когда располагаем огромную площадку на внушительном пространстве пола, якобы для полноценного баскетбола, и режим поочередного броска с реальным оппонентом. Короче, локальный мультиплеер. В остальном все просто. Прицелились, выбрали силу удара и метко или не очень отправили мяч в корзину. После каждого попадания для увеличения сложности изменяется высота кольца. Вот он, фитнес в игровой форме. Выбираем размер и форму поля и айда бегать по точкам. Задача за минимальное время оббежать все точки. Для игрушки требуется большое пространство без препятствий, иначе будете ходить с разбитым носом, ну или сломанной конечностью. В нагрузку есть еще 2 режима. Пробежка по максимальному количеству точек за 30 секунд и активация максимально возможного количества точек, избегая блоков. Правда, за них и за большие поля придется дополнительно раскошелиться. В целом игрушка очень позитивная и спортивная. Еще бы смартфон в руках не держать, ну, в смысле использовать очки наподобие Google Cardboard, цены бы игре не было. Про эту простенькую аркаду я уже рассказывал в наших подборках. Убивалка времени получила новый режим с дополненной реальностью. Блоки теперь можно размещать на любой поверхности. Для удобства высота сооружения ограничена. Ну а после завершения игры башня вытянется в полный рост. Первый опыт тестирования игр с дополненной реальностью показал, что это частично спорт, актив и интерактив. Технология перспективна, но на такого рода игры все-таки нужно немножечко больше времени и условий. Идеальное поле – большая, ровная, шершавая поверхность без лишних предметов. В комментариях хочу услышать ваше мнение по поводу перспективы дополненной реальности, а также нравятся ли вам такие игры. Будет интересно почитать. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале Protec. Обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, дабы не пропустить свежие выпуски. Пока-пока.